Давно хотел показать тебе город, в котором прожил 2 года, 11 месяцев и сколько-то дней. Но, увы, меня там уже нет, а тебя никогда и не было. В Эванстоне есть университет, собаки, гуси с брендом одежды, библиотека в фейковом готическом стиле, который изображает, и лаборатория, в которой я работал все это время. Я там нарисовал картинки. На самом деле это регрессионные таблички и сетки. В здании Фрэнсис Серрелла было больше выходов, чем входов. Из-за шестиугольной формы и бруталистического стиля тут не было прямых углов и смысла жить. Но лестница была красивая. В этой аудитории я не узнал ничего нового про качественные методы. Мы смотрели видео. Здесь я очень редко обедал и один раз даже обгорел, пока ел. А тут стояло одностороннее зеркало, чтобы наблюдать за обычными подозреваемыми. У зайцев на кампусе нет врагов, поэтому они почти ничего не боятся. Этот велосипед простоял на этой парковке дольше, чем я был в университете. Швин. Это шахта из стеклоблока, всего лишь лестница на парковку. Этого робота просили не снимать, так как статья еще не вышла. О золотых временах в лаборатории напоминает стопка макбуков. Бери, пользуйся. Всегда смотрел на секцию оценки, но только один раз купил лампу. Так и не попал в этот замок, так как мой постер был в другой день, а мне нужно было идти по делам или всегда забегал к этому кулеру по пути в офис. Говорят, он помогает спасти планету. Сони не видел света с рождения. Мы дали ему имя и продолжаем давать воды, чтобы он не умер. Где-то в этом списке есть мое имя. Другим повезло слегка больше. На удивление, Сонни пережил магазин, в котором мы его купили. Я там покупал суккулент, но долго не мог объяснить, что мне нужен суккулент, потому что я не знал, как будет суккулент на английском. Подозрительное здание по пути на работу оказалось обсерваторией. 15 секунд она даже была самой большой обсерваторией на западном полушарии, но зеркало потерялось в гражданской войне. Одно из первых зданий, что я увидел по приезде. У них еще есть огромная башня с часами, на которой нельзя подняться. По ночам они подсвечивают ее фиолетовым цветом. Тут настолько любят фиолетовый, что даже купили пожарную машину. Когда меня сбили, именно пожарная приезжала вместо скорой. В лаборатории была фиолетовая стена. Я ненавижу фиолетовый. Здание библиотеки напоминало улей. Ну или термитник. Там даже поставили эскалатор. Но его отключили, чтобы спасти планету от глобального потепления. Очень светлые фонари, наверное, потребляют меньше, чем маяк, который давно не зажигали. Внутрь даже водят экскурсии, на них слишком сложно записаться. А в бар с маяком очень просто. Мне кажется, мой лендлорд врал о том, что у них есть. Я жил на платформе 17,75. 14,06 с половиной. У нас не было балкона, но на пожарной лестнице все оставляли цветы. В Келлоге в тот день была большая конференция и пожар. В весне многие коллеги жаловались на аллергию, которая приходила совсем непонятно откуда. Из окна бизнес-школы было видно стадион. Даже 2. А футбол, американский, явно приносил университету много денег. Поэтому они и отобрали себе набережную с видом на воду и небо. В солнечный день плохо видно Чикаго. Каждое лето мечтал записаться на курс по яхтенному спорту. Всем аспирантам полагался стол в библиотеке, а с 3-го курса можно было даже забронировать половину комнаты. У меня там был стол, но я за ним сидел только раз. В 2025 году кампус готовили к реновации и весь перекрыли. В эту мастерскую могли попасть все студенты, а в автомастерскую только талантливые. В этом здании сидит Нобелевский лауреат и химики, а под мостом нарисовали огромную пропаганду герл-скаутов. Наверное, рисовали дети. L — это медленное метро. На шаттле был очень сильный кондиционер, а один раз водитель поделился с нами сладостями. В этой лаборатории была очень странная машина для производства кофе.
Еще у них были окна, и я даже пытался туда сбежать. Мы здесь часто покупали с Нилом молоко. Молоко мне было совершенно не нужно, но я был не против компании. Томаты, легендарный среди студентов ресторан, никогда мне особо не нравился. Чем занимаются Ротари? Они не масоны. Я так и не понял. Это уже закрылись. Там были бургеры. В Консуке мне не понравился слишком яркий свет и то, что к суши подали лимон. Ни вина, ни слонов. Закрылись. Приемлемо. Слишком вычурно, но вполне. Старик часто сидел на веранде и читал газету. А иногда там была огромная белая собака. Мое первое студенческое жилье. Макманус. Если правильно присмотреться к названию, то похоже на... Анус! Камень с большой буквы К. Его можно было покрасить, и по правилам нужно было поставить палатку и спать в этой палатке всю ночь. Камней было так много, что на выпускной некоторые студенты даже красили их. Кто-то признавался в любви, кто-то просто на память, а кто-то акула! Красноплечий трупиал. Это потрясающая сумасшедшая птица. Она охраняет гнездо, даже если у нее нет гнезда. Каждый понедельник настоящим ученым привозили жидкий азот. Он морозил воздух вокруг себя. Плющ захватил потолок моста и несколько угрожающе свисал с него. Это искусственный барьер, где иногда застревали рыбы, которые пытались вернуться в водоем. Рыб не покажу. Это, кстати, тебе.